Ну да, выглядит интересно, конечно, это все. Да, довольно грандиозно это все выглядит. Дамы и господа, приветствую всех, с вами Сэр Холмс. Продолжаю прохождение Morrowind, там Ready Rebuild. Нахожусь на побережье Недотрила, вроде бы это еще. Но по факту я уже на священных землях, и сегодня у меня в планах дойти наконец до Некрома. А это одно из наиболее интересных и необычных мест. Священный город в Моровинде. Я уже довольно много о нем наслышан, но как-то мой путь до сих пор в него не приходил. А сейчас у меня прямо-таки квест есть в этом городе. А именно из Акаморы. Из местного отделения гильдии бойцов попросили меня сюда сходить. И найти тут ассасиншу. Вот я полагаю, эта дорога меня должна привести к нему напрямик. Так, что у меня по стрелам? Не нравится мне этот товарищ. Вот, смотри, выжил. А как так? Вот, все, что я знаю о Некроме, это то, что там много усыпальниц, судя по всему. Причем усыпальниц таких великих личностей для Моровинда. И, насколько понял, из книженцы под названием «О пользе ереси». Сюда я, наверное, потом зайду как-нибудь. Где-то в катакомбах Некрома хранится изображение подлого убийства. То есть события, связанного с смертью Неривара. Да, выглядит интересно, конечно, это все. И рельеф тут интересный, такое все скалистое. Пассара в ту сторону, да? Ой! Неловко получилось. Ладно, я просто захотел осмотреться получше здесь. Вот что. Ну, конечно же, куда без дреугов. Здесь какие-то две мирские руины. И здесь множество островов. Но это самое восточное побережье Тамриэля, опять же. И Подамайский океан. Да, довольно грандиозно это все выглядит. Что у нас тут? Какое-то святилище. Призраки прямо так тут свободно разгуливают, да? Благо, что не нападают. Святилище любовников. Наверное, пилигримство. Здесь мы помним любовников, которые остались влюблены, видимо, так же и после смерти, как и при жизни. Сейчас они покоятся под присмотром лорда Вивека, любовника. Что-то опять такое вот. В стиле уроков Вивека. Довольно много кораблей здесь.
Наверное, надо понимать, что... Это, наверное, они и есть, да? Что Некром, по идее, еще и порт. У него такое довольно уникальное положение на востоке Тамриэля. Наверняка его используют еще и для каких-то таких военно-политических целей. Помимо того, что он священный такой весь из себя. Так, ладно. Хватит с предместьями. Вообще, интереснее он должен выглядеть со стороны океана. Сколько я могу судить по... Да, и ординаторы здесь выглядят вот так. Живые и тихие в городе над Некромом. Уникальные озвученные фразы даже есть. Правосудие никогда не спит. Альмсиви смотрит за тобой. Мы ординаторы в скорби. Что тут слышно у вас? Но он, по сути, ничего нового не говорит. Ладно. Я думал, что он мог мне какой-то небольшой гайдик устроить, но, видимо, нет. Ладно. Выглядит довольно обширно. Могут духи справедливости измениться со временем, кто-то говорит. Да, слушайте, очень необычно. Все такое белое, аккуратное, стерильное. Первая жительница местная, похоже. Обычнер. Ну, расскажи про Некром. Некром — это место упокоения наших предков. Большинство данмеров посещают город над Некромом в течение их жизни, когда сопровождают своих возлюбленных к их могилам. Они молятся Фейну. Кто такой Фейн? Я впервые слышу. Ну или молиться Фейну значит узреть уши нашей доблестной истории. Ну, наверное, имеется в виду, что город имеет историческое большое значение, да? Город над Некромом. Конечно. Здесь живут живые стражи и слуги храма. В то время как катакомбы Некрома наши мертвые сделали их обиталищем. Ну да, да. Вот, все мы в курсе, какие, ну, как много у нас гробниц в Моровинде, да, с их особой атмосферой. Вот Некром — это все умноженное во много-много раз.
Ну, какие тут места у вас? Фейн это какое-то место. Фейн предков находится в храмовом комплексе на южной части города, южном краю, формируя его центральную точку. На восток, в верхнем районе, расположено множество святилищ и мемориалов. А также там предлагаются различные услуги для пилигримов. А ниже ты найдешь какие-то здания, ну, видимо, погребальных служб, так же, как и вход в катакомбы Некрома. А что по услугам тут? Если ты ищешь святилище и место для паломничеств, какие-то услуги, посети верхний район. А местность вокруг Фейна на юге вмещает администрацию храма. Если ты ищешь транспорт, ты найдешь корабельного мастера в доках на север и страйдерский караван на юго-запад. Да, я это, в общем-то, видел все уже. Кто-то конкретный? Верхушку храма ты можешь найти в комплексе перед Фейном. Архиматрона Альву Серелет проживает в высоких офисах. Или в высокой канцелярии. Брадис Хлала в текущий момент священник, ответственный за прием и организацию скорбящих вот в этих вот районах со службами по упокоению. Верендес Хлерван — это маршал ординаторов в скорби и располагается в верхнем районе. То есть Архиматрона. Возможно, вот этот вот Брейдис Хлала может мне что-то рассказать. А вот этим всем товарищам, они выглядят слишком важными для того, чтобы на какого-то чужестранца вообще тратить свое время. Окей, значит. Carnel Works. Это у нас находится где-то внизу. Короче, ниже. Это, наверное, в сторону океана куда-то пройти нужно будет. Ладно. Ну и по поводу местности вообще этой. Низкие холмы вокруг Некрома принадлежат и патрулируются храмом. Их называют регион святых земель. Никаких поселений ты там не найдешь. Ну, за исключением, возможно, странной фермы. Ну, я там был уже, да. Но, возможно, ты увидишь множество пилигримов и путешественников, направляющихся в и из Некрома. Также ты, возможно, заметил множество входов в гробницы в этих холмах. Это потому, что священные земли — это одно из самых любимых мест для данмеров, для упокоения предков по всему Моровинду. Ну, это неудивительно, да. А что тут слышно, может, у вас? Духи в последнее время неспокойны. Священники говорят, что беспокоиться не о чем. Но я уверена, что они тоже это чувствуют. Что-то тут у вас нехорошее, да, происходит, судя по ощущениям. Некром — это большой комплекс гробниц, в которых поколения мертвецов
в общем, захоронены. Если ты даешь святую клятву священную, тебя допустят в катакомбы, но пока ты не знаешь точно, что ты делаешь, я бы не рекомендовала тебе этого. Там целый лабиринт коридоров и гробниц. И мертвые часто присоединяются. Ну, в общем, тут правильнее сказать так, что неудачливые посетители частенько присоединяются к живущим там мертвецам, потому что заблуждаются. Ладно, ну я на самом деле не планирую торопиться, прямо исследовать все досконально, тут каждый угол. Потому что, как показывает практика, что в Акаморе, например, что в Старом Эбенгарде достаточно было квестов, которые стимулировали игрока это все исследовать постепенно. Вот, я уверен, что и в Некроме со временем ситуация сложится такая же, тем более, что я вступил в храм в том числе. Наверняка тут какие-то квесты храма будут. Если не самые какие-то существенные даже. Говорят, что Верендес Хлерван единолично защитил... да, это маршал ординаторов. Защитил Дишанский монастырь от воинствующей группы аргониан в течение Арнесианской войны. Помню, про нее рассказывали в Аймре. За его героизм он был повышен до маршала ординаторов в Аскорбе. Его присутствие в городе — это настоящее благословение. Понятно, спасибо. Есть ли какая-то информация по поводу вот этой женщины Олмуленду, которую я ищу? Не могу сказать, что именно слуху, но убежище святого Аралора в верхнем регионе, там частенько обитают и какие-то люди с плохой репутацией, поэтому тебе следует поискать там. Ну, в общем-то... А где еще раз этот Upper District? На восток. Ну, Фейн пока мне, наверное, нет смысла идти. Я все-таки пока тут не по храмовым делам, а по куда более мирским, так сказать. Так что идем на восток, да? То есть куда-то туда. Даже на миникарте все такое белое. Вообще мне это напоминает чем-то, знаете, Хаммерфелл. Но может я сейчас как раз нахожусь в верхнем регионе. Но я, тем не менее, не вижу вывесок на домах. Крематорий Святого Велота. Слушайте, ну... Мне кажется, грех сюда не войти, особенно учитывая, что... О Велоте мне известно, наверное, даже больше, чем о ком бы то ни было. Из всех святых, потому что переводил его Евангелие. О, интересно как. Да, здравствуй, здравствуй. Что тут у вас? Священник и акалит храма. Что расскажешь про святого Велота? Учил разницы между хорошими и плохими Дедра, победил
Ну или снискал помощь хороших Дедра для его людей, пока учил, как бороться с плохими. Но она ничего уникального не говорит. Пока что. Ну, посмотрим, может быть, есть какие-то интересные реплики. Может, что про Некром скажешь еще? Самые глубокие катакомбы датируются еще временами прибытия Велоти в Моровинд. Древние духи охраняют их с большим пристрастием, так сказать. Очень рьяно, да? Никто не видел ни Дима Фарелота уже несколько дней. Его дверь на юго-востоке нижнего квартала плотно закрыта, заперта. Его сосед Релам Арилас, возможно, знает, что он задумал. Вот, еще есть что-то интересненькое, похоже. Это я уже все знаю. Ладно, и таки что это? Крематорий Святого Велота. То есть он здесь нашел свой конец? Это его останки? Не помню, чтобы он был шахтером. Кирка. Красивые разноцветные гобелены. А это что у нас? Я же могу это, да, посмотреть? Записка... окропленная слезами, так сказать. Давайте по-быстренькому. Отец, я знаю, что это было твоей последней воли, чтобы я последовал за твоими, по твоим стопам, как Терраса последовал по пути дяди Увира. Отец, я не могу притворяться быть тем, кем я не являюсь. Мое предназначение не находится в шахтах Моровинда. Оно ведет меня в школу Сиродила. Я оставляю тебе эту записку, потому что я хочу, чтобы ты знал, что я всегда буду хранить тебя в своем сердце. Но твоя воля не может стереть в прах мое предназначение. Архимагистр гильдии магов рекомендовал меня в университет магии в имперском городе. Но, отец, я не могу, как это делали поколениями наши предки, работать в шахтах. До тех пор, пока я уже не смогу дышать или не смогу ходить без боли. Моя судьба — это стать великим данмерским боевым магом. Когда я найду свою судьбу, я вернусь к твоей могиле и покажу тебе, кто я действительно. Твой сын Ферулас. Миленько. Это действительно не Велот. Что ж. Вот, ну вообще у меня складывается впечатление, что, возможно, в этих вот крематориях сжигаются останки предков данмеров, почитавших
то или иное божество, того или иного святого. Мортуарий. Мортуарий. То есть, если ты почитал больше всего святого Велота, вот, пожалуйста, крематорий имени святого Велота. Часовня расставания. Это нижний квартал. Здесь, в нижнем квартале, есть несколько резиденций местных, но это по большей части центр скорби и подготовки каких-то заболевших. Ну, да, наверное, тут еще какая-то лечебница, возможно, есть. Пилигримам следует идти в верхний район. Ладно, спасибо, понял. Угу. Видимо, тут нижний верхний подразумевается по уровню по отношению к морю, да? Так, вот я иду сейчас на юг. Интересно, звучит это клумба. Видимо, какие-то интересные насекомые там проживают. Но это похоже на центр их храмовый, вот это вот все. Верхний город, он был перестроен множество раз. Город над Некромом рос все выше и выше, чтобы поддерживать обширные катакомбы внизу. Это двор храма, сердце города над Некромом. Здесь расположен фейн предков и храмовый комплекс. Пилигримы должны либо держать свой путь к фейну, или пройти через восточные ворота в верхний регион, где расположены меньшие святилища, и можно найти какие-то услуги. Ну а скорбящим можно проследовать на север, в канал Channelworks, мортуарий и крематорий, наверное. Ashworks. Пепельные работы. Ну, мне похоже сюда, видимо, это восточный район. Ну, то есть верхний. Верхний восточный, он же. Триолит, а что это? Наверное, лучше пока это не трогать. Ну да, тут уже вон вывески даже какие-то виднеются. Тут прямо уникальная архитектура. Ну ладно, пойду посмотрю, что там под вывеской. Такие башни. Тоже необычные. С целом Святого Лотиса.
Что такое социалум? Без понятия, впервые вижу такое слово. Но я зайду, надо, наверное, зайти и узнать, что это. Выглядит специфично, скажем так. О, смотрите, книга лежит как должно. Буквами вниз. Двери предков. You seek information, Argonian? Святилище хорошее. Да, я пытаюсь разобраться. Что это и где сейчас? Ну тут еще, да, святилище, мемориалы. Я ведь, вероятно, зашел в одно из них просто. Угу. Кстати, я был, получается, в Нижнем районе, и там как раз, по слухам... Угу. Надо запомнить, как этих ребят звали, о которых слухи ходят тут. Давай, благословение Сатосила, пожалуйста. Святилище. О, а тут, может, поторговать можно с тобой? О, руки Вивека, кстати. О, спасибо. Короткие клинки. Они вроде и так были на сотку у меня. О, копья. На полтинник. Приятно. Конечно же, здесь полно храмовых книг. И тут они лежат правильно, действительно. Вот прям отрада-то. Это же наверняка торговец. Действительно. Вот описание святого Лотиса, собственно. Покровитель. Тейлорс, Дайерс. В общем, работяг каких-то обычных. Он сформулировал главные правила и принципы новой веры храма. Он символический мост между богами и верующими. Пример. В общем, примерный храмовый священник. Пример для любого храмового священника. Ну, я пока не прочь тут побеседовать со всеми вообще о этом городе, об этих местах. Недим Фарилот. Рилам, Арилас. Недим и Рилам. Постараюсь запомнить. Ну, давай попробуем поторговать. У меня, правда, сахар лунный с собой. Да, не захочет он. Вот теперь можно. 300 монет. Да, я бы хотел продать книги лишние, в первую очередь. Возможно, какую-то из этих книг оставлю на почитать на потом. Может быть, даже вот эти. Он, кстати, и ингредиенты покупает, что приятно.
Да, действительно. Вот так, пробуем. Отлично. А может заклинания какие интересные тут? Повернуть колесо. Укрепляет удачу. Просто на повышение основных характеристик. Ну, можно взять вот харизму. Почему бы нет? И еще что-нибудь ему продать. Вот свитки, например. Отлично. Так, залезу-ка сюда. Тут посмотреться можно получше будет, думаю. Это выход из города? Хостел. May I help you? Вот это неправильно лежит. Our doors are always open. Добро пожаловать, пилигрим. Храм с радостью предоставит тебе хлеб и место для время твоего пребывания здесь. Просто скажи, если захочешь арендовать одну из наших кроватей. Ну, пока не надо. Я бы просто поговорил сейчас. О том, о сём. Пока что тут ничего нового. Возможно, слухи какие-то, нет? Ладно, давайте по поводу нашей подруги. Если это вообще возможно. Не вижу я нужной реплики. Нет, похоже, нет. Ладно. Да, пора пообедать, действительно. В принципе, можно, наверное. Нет. Ну, хотя давай, да. Мясо гончий. Молочко квама. Ну и все. И вот те, пожалуйста, взамен. Ладно, продолжаем поиски. Монах и представитель дома Хлалу.
Посмотрим. Вообще вряд ли наша подруга здесь. Учитывая, что это... You seek information, Argonian? Ну, хостел для пилигримов, она не пилигрим. Акробат. Привет, акробат. Так, ладно, ищем дальше. Ну, выгляну отсюда. Посмотрим, что тут. Так, это юго-восток. Ну, вот я, получается, на острове все еще остаюсь, да? Или это полуостров? Точнее. Ворота ожидания. Аптекарь. Фармацевт. Пока что не очень нужно. Я понял, тут торговцы. Это приятно. Вот это похоже на то, о чем мне говорит. Ну-ка. А, убежище Святого Ролора. Это не то, но закляну, наверное, все равно. Все комнаты, к сожалению, заняты, говорит. Всегда заметно, когда чужестранцы посещают святой город. Народец вроде этого имперца вон там, да и тебя тоже. Обнаружат, что ну, в этом месте лучше быть поосторожнее, что-то такое. Greetings, Argonian. How may I help Привет. you? Имперец, как тебя занесло сюда? Некоторые взгляды, которые я здесь получил, дружище, не удивляют меня. Я знал, что данмеры с осторожностью относятся к чужестранцам, когда планировал свое путешествие, конечно же, но эльфы здесь куда более старомодный, что ли, и более подозрительный, чем те, что ближе к западу. Но мы теперь все живем в одной империи. А империя — это, да, величайшее достижение тамриэлической цивилизации. Это горшок, в котором варятся всякие контрастные самые культуры, соединенные вместе с сильной властью императора и бюрократии, и властью закона, сильной профессиональной армией и религиозной терпимостью. И похоже, что это единственное правильное. Очень, так сказать,
гармоничное право, что как естественное право, как гражданин, я выражаю свою способность путешествовать свободно через все провинции. А если в этом путешествии можно сделать какой-то еще и профит, то тем лучше. Прибыль, да? Имперец, имперец. Город сверху. Да. Это все очень удивительно, по крайней мере для меня. Данмеры описывают город Некрома как разделенный на два отдельных компонента. Когда люди Запада представляют белые пики Некрома, они на самом деле думают о городе сверху. Но самое важное, конечно, скрывается внизу, в катакомбах и усыпальницах внизу. Ну да, можно еще поторговать, раз я сюда зашел уж. Упорно буду таскать с собой этот сахар. Везде религиозные книги. Коллекция Арсенианской войны. Это интересно, но, наверное, потом зайду сюда как-нибудь. Реликварий Святого Неревара. Вау. Редкие книги Тенандуса. Святилище Святого Рилмса. Так, это у нас башня, да? Это тоже какое-то. Ну да, башня наблюдательная. Вот тут, похоже, жилище чье-то. Святилище ординаторов. А что тут можно получить? Какой-то баф. Интересный товарищ. Ты пришел отдать честь святилищу? Это хорошо. А не можешь ли ты помочь старому солдату? Так. Это. Отдать дань уважения. Да? Я солдат Великого дома Индарил. Недавно вернулся из кампании против налетчиков на восточное побережье. Множество моих товарищей были убиты. Но один был особенно дорог для меня. Мер по имени Удани. Он был хорошим другом. И когда он был смертельно ранен, он дал мне вот эти знаки. Кольцо и меч. И сказал мне принести их его жене, Эмени Удани. Это боль для меня, что
мой долг заставляет меня пробыть здесь дольше. Но при этом я не могу выполнить это желание. Возможно, ты сможешь передать ей эти вещи. А почему ты не можешь? Понял. У него здесь еще какие-то приказы или дела, а пока что он не может взяться за это дело. Ну, давай, да, чего бы нет. Это облегчает мое сердце. Пожалуйста, возьми это и отнеси Мэнни у Дани. А где она? Кольцо, меч. Насколько я помню, она жила в Сейтуре, маленькой деревушке на восточном побережье. Следуй дорогой на юг от Некрома. Пройди через Сейлен, на побережье Недотрил. Я все еще помню звук волн, которые разбиваются об этот маленький залив. Ладно, значит, мы теперь есть дело и в Сейтуре. Ну, конечно же, тут останки ординаторов. Старый солдатский меч. Кстати, довольно неплохой даже. Ну что за колечко? Обычное. Так, ладно. Ну вот и оно. Вот, похоже, здесь, да, прячется наша ассасинша. Да. Вот, ну, давайте к этому перейдем уже в следующем эпизоде. Этот такой получился исследовательским, но этого не могло не случиться. Все-таки я впервые в Некроме. И к непосредственным каким-то делам, квестам перейдем тогда в следующей серии. Вот, а на этом спасибо вам, что были со мной.